Всем привет! Сегодня у нас расклад «Твоя следующая любовь», кто он, когда придет в твою жизнь, а на сигнификацию посмотрим, как сейчас у тебя дела на любовном фронте. И прежде чем начать расклад, хочу сказать спасибо. Последний день, когда расклады выходили, это была пятница. Я всех предупредил, кто обратную связь оставляет, для тех расклады. И вот вы прям столько комментариев написали, что прям вот мое перегорание, оно сейчас есть, потому что без обратной связи не хочется расклады снимать, честно. И у меня вот это перегорание прошло. Я прям понял, что вы меня смотрите, потому что лайки и дизлайки я не смотрю, дизлайки нельзя посмотреть, а лайки я не вижу, не смотрю. И комментарии ваши, это очень было приятно. Это вот прям у меня все выходные в приподнятом настроении были. Напомню, сегодня расклады для тех, кто, образно говоря, вчера оставил обратную связь. Вчера это у нас, пятница, да, хоть и сегодня уже понедельник. В пятницу кто оставил обратную связь. Завтра расклады будут, кто под этим видео оставит обратную связь. Итак, твоя следующая любовь. Обязательно приходите в проживание арканов. И для проживающих арканы я хотел бы напомнить. Во-первых, те, кто проживают арканы на Ютубе, зайдите во вкладку «Записи» на главной странице этого канала. И там есть для вас пост с ссылками в чаты отчетов и в кроличью нору. Те, кто проживают арканы на Ютубе, обязательно читайте закрепленный комментарий. Если вы не можете найти тот или иной чат, то обязательно пишите в личку, например, да, там на этом, как его называется, на Ютубе, на Бусти. Там у вас открывается сообщение ко мне. Если совсем в технике не понимаете, под этим видео есть ссылка. Листаете чуть-чуть вниз на самый первый пост. Там написано «Магический чат» и что-то там еще написано, забыл. И вот в этом посте есть прямая ссылка на мой телеграм ко мне в личку. Напишите, я вам помогу все настроить, подскажу и так далее. Поэтому не стесняемся. Обязательно заходите в чат отчетов. Сегодня я обновил обратную связь автоматическую. Кому нужен полный разбор со слов, которые сказаны в лекциях и так далее. Сегодня обновил, сегодня улучшенная обратная связь по отчетам. И я, конечно, влезаю в ваше проживание. Хотя не должен, по сути, потому что это все-таки путь героя, и его нужно, как говорится, без за ручку деда. Вот такой вот я паразит. Я уже слова перепутал. Время 4 часа утра, понедельник. И вы это увидите через 12 часов расклад. Итак, что я хочу еще вам сказать? Вот самое главное, что я хотел бы сказать, это спасибо. Вот просто спасибо за то, что вы обратную связь оставляете. Потому что это были вот за последние 2 года, самые позитивные выходные. В душе я имею в виду, у меня прям вот держалось такое ощущение, что прям вот то, что я даже согрешил, подумал то, что я вам нужен, да? Вот. Это такая маленькая манипуляция. Обязательно приходите в проживание. Те, кто еще не в проживании, вы кардинально свою жизнь поменяете. Вы проработаете все свои триггеры, все свои страхи, которые позволите разобрать, конечно же. И
как говорится, если боитесь, что не справитесь или там не поймете, ну такого быть не может. Потому что в чате отчетов сейчас настроена обратная связь, полный разбор ваших отчетов. Это не искусственный интеллект, это база данных всех лекций и всего того, что говорила Аня. Плюс я почему говорю то, что обновление, я еще взял все субтитры с раскладов Ани и внес в эту базу. Как это все работает, вы просто зайдите в чат отчетов и сами поймете. Полный разбор всего. Все до мелочей прям разбирается и объясняется на доступном, понятном языке. Что-то непонятное пиши мне в личку. Потому что, не бойтесь, я ни от кого не отвернусь. И вот это ваше «мне неудобно» — это главный ваш триггер, кстати. Мне неудобно, дед, писать тебе в личку, я стесняюсь и так далее и тому подобное. Вот переступите себя, хотя бы начните проживание с того, что вы не постесняетесь писать мне в личку. Я вас этому и учу, чтобы вы не стеснялись брать от жизни все, а тем более там по собственной там проблеме или там непониманию, что как в Телеграме работает, чтобы обратились за помощью. Я же в каждом раскладе это говорю. А вы все равно стесняетесь и так далее. Все люди в разных часовых поясах, кто-то из Америки, да, когда я сплю, у них там день, у кого-то, когда я только утром встал, у тех уже там вечер, да, потому что со всей планеты людей там много, со всех стран, кроме Антарктиды, и на данный момент с Австралии нет никого. Вы пишите мне в любое удобное для вас время. Ну, а я когда проснусь, тогда я и отвечу. Потому что я понимаю, что вы можете, когда у меня 4 часа утра, вы можете написать. Не бойтесь, не стесняйтесь, пишите тогда, когда вам удобно. Я вот даже не знаю, одно и то же, мне кажется, я повторяю, я вас учу. Если вам что-то нужно, не бойтесь просить помощи. Понимаете? Не бойтесь, не стесняйтесь. Я никого не поругаю, ремнем, как говорится, не нашлепаю по вашим попкам. Единственное, за что я могу ругаться, это ваша лень. То, что вы сидите, ничего не делаете, и вот тогда, да, я тогда могу, как говорится, крапиву подарить. Итак, я думаю, что хватит болтать. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Для тех, кто проживает на Ютубе, ссылки во вкладке «Записи». Если вы проживаете на Ютубе, Арканы, вам недоступен магический чат. Напишите мне в личку. Вы меня видите в чате отчетов. Не стесняйтесь, я вам дам ссылку на магический чат. Итак, давайте начнем, я думаю, наш расклад. Единички. Для сигнификации у нас сегодня вопрос, как сейчас у тебя дела на любовном фронте, чтобы ты поняла, для тебя этот расклад или нет. Но знаешь, тут, как вот тебе сказать по картам, ты ж сама себя в эту яму загнала. Вот что я вижу. Во-первых, ты ежик колючий. Ты всех подозреваешь, все подозреваешь, всех прогоняешь. Каждое слово любого мужика ты выкручиваешь наизнанку.
Ты точно знаешь, вон тот лысый, тот заговор строит. Тот с работы точно женат, хотя ты даже не проверяла. Это неосторожность, это паранойя вот в чистом виде. 2 месяца назад нормальный мужик звал тебя в кино или в кафе, и ты ему придумала, знаешь, как сказать, вот биполярку, да, современное такое бусурманское слово, потому что он там смайлик 2 раза подряд отправил. Вот честно, я бы, как сказать, тебе по жопе надавал. Во-вторых, ты слепая, что ли? Рядом с тобой 2 пытаются к тебе подкатить. Сосед и парнишка какой-то еще. Но нет же, ты сидишь, в стенку уткнулась и ноешь, что все мужики козлы. Понимаешь? И, кстати, это огромная проблема, так как женщинам сейчас, давайте объективно, да, женщинам сейчас нормального мужика тяжело найти. Потому что, я как и говорил уже, многие мужики обабились. Ну, я не знаю, как по-другому назвать. Я все называю своими именами. Вы уж меня простите за это. Но мужики обабились. А женщины к себе яйца прицепили. По-другому никак не скажешь. Проблема, да, есть такая, что нормального, как говорится, не найти. Но вы же и не пытаетесь. Вы об одного мудака обожглись, и у вас сразу все плохие. Но это же не так. И, понимаешь, они не козлы. Понимаешь, это ты из своей вот этой раковины высунуться боишься. Из-за вот этого, что было в прошлом, из-за одного, которого обожглась. Ты же реально новые знакомства топчешь, как вот тапок таракана. А потом плачешь, что ты одна. Вот знаешь, я тебе прямыми словами скажу, хватит уже прошлое жрать. Тот твой бывший, он вот, если мягко сказать, он мелкий говнюк. Понимаешь? 100 лет его уже нет. 100 лет в обед уже нет. А ты до сих пор на каждой там встрече, когда к тебе мужской пол приближается, ты вот этого бывшего, ты зеркалишь на других мужиков. Просто открой глаза. Пока ты в своей пещере сидишь и всех подряд кроешь матами, нормальные мужики мимо проходят. Вот вылезай из этой скорлупы, а то ты так и останешься, как говорится, с сериалами и с котиком со своим. Твоя следующая любовь, кто он? Это если ты вылезешь из своей раковинки. Ну, знаешь, по картам это не мелкий сопляк с маминой кредиткой, нет. Он взрослый, на ногах крепко стоит. И вот знаешь, чем он от бывших от твоих отличается? Вот тем, что он не будет тебе сопли размазывать и ночами смс-ки слать, типа «ты что, не спишь?» Или там этот же сейчас еще какой-то как называется? Когда ты пишешь мужику, не знаю, как по-другому сказать, проще объяснить так. Вот ты пишешь мужику, да, с которым там у вас переписка, вроде как любовь наклевывается, ты ему пишешь «я болею», а он тебе в ответ «не болей, а то накажу». Вообще такие дурачки. Вот. Но, знаешь, вот этот он не такой. Вот по факту, по возрасту он, знаешь, ближе 40-50. Но выглядит хорошо. Спортивный, ухоженный. Работает не на дядю, у него свой бизнес. Ну или он, знаешь, топовый менеджер, топ-менеджер называется. Деньги у него есть, но он, знаешь, он не хвастается. Вот знаешь, кстати, обрати внимание, чем меньше уверенности в мужике, тем громче у него пердит машина, и тем больше он хвастается, какой он
охрененный там бизнесмен. Люди, точнее мужчины, которые настоящие мужчины, они вот эти полупокеры, они, понимаешь, им не нужно ничего доказывать. Вот видишь на светофоре, который вот прям с пропердушками, прям быстрее всех там начинает гнать. Вот это неудачник. Вот сразу говорю, таких обходи стороной. Потому что мужчина, который в себе уверен, который может содержать свою женщину, помогать, поддерживать, ему не нужно ничего никому доказывать. У него спокойная езда. Он не посмотрит, что у него там Мерседес, лимузин, неважно какая машина, он там пропустит. Ему не нужно ничего доказывать, он в жизни уже состоялся. Те, которые в себе не уверены, им вечно нужно что-то доказывать. Ну а те, кто на светофоре, вот эти вот есть же, которые пердушки громкие, есть же машины такие, ну не знаю, как объяснить. Это мужчины, которые в себе не уверены. Они даже своим пропердоном в машине хотят доказать окружающим, что посмотрите, я чего-то стою. Ну, логично же, да, то, что мужчина, когда состоялся, ему не нужно никому ничего доказывать. Он спокойная езда, он не хвастается ничем, не рассказывает тебе на первом свидании, какие у него крутые бизнесы. Вот, например, я на свидании всегда рассказывал то, что я работаю дворником. Всегда так говорю. Ну, говорил. Сейчас на свидании я уже, наверное, лет 20 не был. Вот серьезно говорю. Я говорил всегда, я дворник. Он говорит, а тебя устраивает эта работа? Я говорю, ну да, я же приношу пользу людям, я вот убираю мусор. А какая у тебя зарплата? Я говорю, вот такая-то. Специально говорю вот такую низкую, чтобы ниже прожиточного минимума было. Не потому, чтобы там, как сказать, чтобы посмеяться. Нет, ни в коем случае. Я над девушками никогда не смеюсь. Не смеялся. А сейчас я с ними просто не встречаюсь. Вот, ну, это шутки шутками, но я специально так говорил, чтобы девушка от меня ничего не ждала. И если она продолжает со мной общаться, я как делал? У меня, знаешь, принцип такой: накормить. То есть я говорю, что ты сегодня ела? Она говорит там, например, там гречку, да, например, без ничего, или там макароны. Я говорю, ну давай я тебе еду закажу. Ну, я не спрашивал, а говорил. То есть ставил перед фактом. Я тебе сейчас еду закажу, заполним тебе холодильник, чтобы у меня вот это вот, как сказать, вот этот тумблер. Объясню по-другому. Смотри, у меня есть такой тумблер в голове. Я всегда думаю, чтобы женщина не хотела кушать. Например, когда ты даришь девушке цветы, женщины, девушки, неважно, то для меня, ну, с моей мужской стороны, нужно сначала сделать, чтобы она не смотрела на эти цветы и не думала, что этот мудак мне цветы подарил, а мне кушать нечего, да, или там за квартиру не плачено. Не оплачено, не знаю, как правильно говорить, но в кураптоновском языке это так, как тебе удобно. Поэтому все говорите на кураптоновском языке. Вот, и сначала, вот когда ты начинаешь отношения, твоя задача, чтобы ты подарил цветы, и девушка не думала, что ей там нужно кушать что-то, а этот мудак мне за 10 тысяч букет, да, подарил. Вот поэтому вот у меня вот этот тумблер я всегда выключал сначала. Там, куплю 10 килограмм мяса, там, картошки, да, полмешка. Ну, потому что, ну, много никак не закажешь. Полмешка картошки, там, макарошек, и все вот этим вот курьером приходит, да. Зато ты не думаешь, что я ей подарю цветы, она будет думать, что, ну, как, кушать нечего, он мне всякую хрень дарит, да? Поэтому, если меня мужчины слушают,
А меня слушают, потому что сейчас с 1% просмотров от мужчин поднялись на 11%. То есть каждый 9-й человек — это мужчина, который смотрит. Смотрите, мужики, делайте так, что, я понимаю, там хочется показать себя с красивой стороны, но самое лучшее — это не языком молоть, а заполни своей женщине, там неважно то, что даже если ты знаком с ней всего неделю, заполни холодильник ей. Вот неважно. Даже можешь купить то, что ты сам любишь, да, ну, потому что многие скажут, ну я же не знаю, что она любит. Купи 10 килограмм мяса, вот записывай. 10 килограмм мяса, мякоти, говядины, если обязательно халяль. Да, оно дороже, но оно вкуснее прям вообще. Потому что она тебя потом, эта девушка тебя на борщ на свой пригласит с этим мясом халяльным. 10 килограмм мяса, картошки обязательно, потому что без картошки нет еды. Никогда. Хлеба. Ну, хлеб, знаешь, это такой спорный вопрос, потому что я, например, позавчерашний хлеб уже не ем. Поэтому хлеба не обязательно. Крупы, макароны, закажи все обязательно. Вот ты мне сейчас скажешь, дед, ты дал дурачок, что ли? Нет. Хочешь, девушка, чтобы тебя любила, девушки тоже любят поесть, как бы они там ни говорили про свои вот эти, как называются, диеты. Слово бусурманское забыл. Так вот, простые продукты, я имею в виду, которые ежедневные. То есть мясо, картошка, крупы, макарошки разные бери. Потому что, как сказать, ты же ее еще не знаешь, поэтому купи разных. Гречку, перловку не надо, гречку купи. Потом макарошки разные. Там бывают какие-то разные сорта, просто вот берешь, выбираешь. Макароны недорогие, поэтому давай расчехляй свой кошелек. Разные макароны купи. Обязательно мясо. Вот самое главное, покупай мясо своей девушке. Как бы она там не отверчивалась, покупай. Обязательно говядину. Ну, на крайний случай, конечно, можно курятину, но это такое себе. Вот, она и сама себе без тебя себе позволит курицу. Вот, говядину покупаешь, вкус обязательно мякоть, обязательно без, без костей. Вот, потом, смотри, слушай меня, цветы ты мне скажешь, а когда цветы дарить? Да, сейчас я тебе все отвечу. Сейчас, девочки, мы пока с мужиками пообщаемся тут, а то время 4 утра, мне хочется поговорить. Дальше записывай. Это я мужчинам говорю. Смотри, дальше. Что на втором месте у девочек? Ты скажешь по незнаючи, ну, цветы, ну, еще что-то. Нет. Вкусняшки. Запомни раз и навсегда. Когда ты купил ей вот это все ежедневное, да, ну, там мясо, картошка и так далее, дальше покупаешь вкусняшки. Это шоколадки. Шоколадки лучше Милка покупай. Шоколадки. Торт. Вот торт обязательно. Потому что девочки, они, знаешь, они хоть и хрупкие такие, но вот почавкать любят. Особенно вкусняшки. Но вкусняшки на голодный язык, говорю, на голодный желудок нельзя, поэтому сначала свою женщину обеспечиваешь мясом. Вспомнил. Кроме говядины еще рыбу. Обязательно. Но не абы какую, да, покупай вот с красным мясом, лосось. Самон хотел сказать. Кто на турецком меня слушает, те поняли, да? Самон. То есть лосось. Красное мясо. Купи вот эти вот, не постыдись, хотел сказать. Не так хотел сказать. Не постесняйся, как сказать. Не постесняйся, а не раздумывай. Не жмоться. Вот самое главное, не жмоться. На цветы жмотиться можешь.
Вот на продуктах никогда. Ты скажешь, я же не женат. Это твоя прямая обязанность. Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Запомни раз и навсегда. А рыбу красную, говядину мякоть, все, вот это ты обеспечил. Дальше переходим, что ты можешь покупать женщине. Сладкое. Торты, пирожные, вот эту вот всякую вкусняшки. Ну, это ты там по сути дела узнаешь, да, там, что она любит. Или сладкое, может, вдруг она сладкое не ест. Но вкусняшки всегда должны быть. Это могут быть не обязательно сладкое, а, например, там, чипсы, вот это все. Блин, я заболтался, у нас расклад, а я что-то во вкус вошел. Но мужикам это будет полезно. Женщины могут перемотать. Вот. И, знаешь, когда базовые потребности в еде закрыты, если хочешь ее сердечко, чтобы забилось к тебе, как сказать, чаще, чем к остальным, то запомни раз и навсегда. Дальше идет не цветы. Не цветы ни в коем случае. Дальше идет квартплата. Понимаешь, если она квартиру снимает, то ты должен, ты обязан. Он скажет, я никому ничего не обязан. Это не для полупокеров. Это для тех, кто ничего не обязан девушкам. Это идите, там мамка вам борща приготовит. Вот, квартплату обязательно. Вот эти 3 базовые. Заметь, я про цветы ничего не говорил. Цветы, они, как говорится, так порадовать свою женщину можешь, да, но она не порадуется, если она голодная и ей за квартиру нечем платить. Понимаешь? Я понимаю, что ты там не богат, да, ты не можешь полностью обеспечивать, но, знаешь, вот, например, у женщины там квартплата там 5-10 тысяч, да, там в вашей валюте, не знаю в какой, хотя бы часть. Скажи, вот у меня нету. Да, не строй себя такого супербизнесмена. Вот я тебе по своему опыту говорю, будешь строить из себя того, кем ты не являешься, на словах, это все. Можешь сразу идти нахер. Вот честно тебе говорю. Смотри, хотя бы вот так вот говори, да, я не сильно богатый человек. Я еще раз повторюсь, я знакомился, я вообще дворником был. Ну, я имею в виду, я говорил так. Вот. У меня, скажи, там, если у тебя денег, да, нет, у меня вот денег нет, но вот такую-то часть я могу тебе помочь оплатить, да, там, например, если ты меня на русском языке смотришь, там, например, там, 1000 рублей могу тебе дать, давай я тебе как-никак помогу. Все. Закроешь 3 вот эти базовые потребности женщины, она в тебя влюбится, она через неделю без тебя дышать не сможет. Вот потому что вот эти полупокеры, да, ну, полупокеры не заходят сюда на канал. Вот эти полупокеры, они же как? На тебе цветочек, на тебе 1000 роз, на тебе 100 роз. Нет, ты женщину накормить должен. Заметь. Вот заметь. А потом вы, женщины или мужчины, вы друг с другом сконнектиться не можете. Потому что у мужиков в голове я ей цветочек подарю, я ей там вот эту хрень какую-нибудь подарю. Нет, накормить свою женщину должен. Хочешь, чтобы тебя любили, хочешь, чтобы у тебя в будущем с этой женщиной отношения сложились, просто накорми. Закрой базовую потребность на месяц вперед, вот эти 3. Все, женщина твоя будет. Это я тебя, прикиньте, я начал учить, как же за женщинами ухаживать. Докатился. По идее, это мужики сами должны знать. Но, знаешь, не все понимающие. Многие бронелобы, у них в голове, что цветочек подарить, и все, она в меня влюбится. Нет. Нет, цветочки — это веник.
Накорми женщину свою. Вот закрой ей на месяц вперед все вот эти 3 базовые потребности, я по кругу говорю, я знаю. То есть продукты, которые ежедневные, затем вкусняшки и затем квартплату. Цветочки ей на день рождения, на 8 марта подаришь, на день рождения и так далее. Вот это 3, это путь к сердцу женщины. Это, я знаю, что ты там скажешь, нет, это не так. Поверь моему опыту, родной мой человек. Накормишь девушку, обеспечишь ее продуктами на месяц, чтобы она каждый день не думала, тем более, запомни одно, встречаешься с женщиной, сразу понимай, что до тебя у нее могло быть свидание с мудаками. Будь не как все. Ни один мужик не догадается женщину накормить. Накорми на месяц вперед. То есть закупи продукты. Она тебя запомнит на всю жизнь. Это вот, я тебе говорю, любовный приворот, который реально работает. Вот женщины, которые меня сейчас до сюда дослушали, вот напишите в комментариях, тем более вам же нужно, чтобы завтра вам расклад срезонировал. Оставьте обратную связь. Если вас мужчина обеспечит на месяц вперед, это же, вы же его на всю жизнь запомните. Тем более в нынешних реалиях. Так вот, давайте вернемся к нашему раскладу. Твоя следующая любовь, я уже сказал, он будет практичный, вот такой, как я описывал. И знаешь, вот когда ты будешь истерить на него, он, знаешь, он такой вот, как сказать, даже бровью не поведет. Просто разберется, что ты орешь. Это не тот типаж, который на каждом углу говорит там «я тебя люблю», цветы дарит вот это вот все полупокерское, да? Но если что, вот этот мужик, он за тебя горой встанет. И запомни, он не идеал, нет. Он упрямый, как осел, иногда слишком рациональный. И если ты начнешь, как говорится, драму разводить, а девочки для девочек драма это как котику сметанка, он просто тебя пошлет, потому что человек такой. Но если ты научишься без истерик и без вот этих женских ультразвуков разговаривать, то это будет любовь навсегда. И главное, он не терпит халявщиц. То есть ты и сама должна на своих ногах стоять. То есть работать, да, не трутнем быть. Интересы какие-никакие. Например, работы нет, но я понимаю, там работу не можешь найти, да, но у тебя же должны быть какие-то интересы в жизни. То есть своя жизнь. Потому что он тебе не папа, чтобы, вот как сказать, тебя воспитывать. Никто никому не папа. И если решишь, как говорится, податься в эти трутни, да, которые мужики мне должны каждый день дарить цветы. Нет, женщины не должны говорить мужикам, чего они должны, а чего они не должны. Это в генах. Я вот не знаю, вы как-то мужиков таких находите, которые вот все, что я сказал за первый вариант, да, про мясо и так далее, это же база. Я вот даже не понимаю, какой мужик может не понять. Хотя знаю то, что есть такие, да, которые пофигу, есть у тебя нечего, меня там этот скажет там, иди ты в жопу. То есть такие есть, да, я соглашусь. Но тебе такие не нужны, и этот мужик, который тебе попадется, он не такой. Но и помни, что он тебе не папа, он тебе не должен ничего вот этого отеческого. Он должен сам прийти к этому, сам догадаться, понимаешь? Или там друзья его посоветуют. Когда придет он в твою жизнь? Знаешь, не через месяц и не через 2. Сначала тебе надо жесть пройти, понимаешь? Будет больно. Ты всплакнешь, может, даже в подушку поорешь. А что это? Это, знаешь, ты узнаешь, что или твой бывший женился, или бывший, на которого у тебя какие-то планы есть, как говорится, тебя предал, а как по-другому никак не скажешь.
Может, это, конечно, да что ж такое, подруга предаст. Но факт, что пока ты не выплачешь вот эти сопли, ты не выйдешь на новый уровень. И мужик новый не придет. И после слез ты вот встретишься с подругами, не дома где-то с подругой, а именно вылазка, да, это что может быть? Дни рождения, корпоративы, в кафе посиделки, и вот на одной из таких встреч, да, ну, как сказать, по-бусурмански, если сказать, то тусовка, да, где ты наконец-то расслабишься, перестанешь в телефон свой пялиться, вот тогда он появится. Не жди знакомства, как в кино, типа там молнии, фейерверк, музыка, я имею в виду фейерверк. В этом вот эти вот, всегда забываю, паразиты, которые в животе. Не глисты, а эти. Бабочки. Бабочки. То есть не вот эти вот бабочки в животе, а он, знаешь, вот просто подсядет к компании, да, шутить будет. Ты вначале даже вот внимания на него не обратишь. Потом разговоритесь, контактами поменяйтесь. Главное не саботировать. Я вот прекрасно знаю, как ты обжигалась, да, судя по картам. Просто не придумывай себе того, чего ты не знаешь. Например, там, ой, он это точно женат, это точно занят, это точно там еще что-то. Не придумывай. И не придумывай, что он слишком старый. Типа, ой, это слишком старый, это не мое. Да ты познакомься сначала. Он на меня, девочки, как говорится, клюют 20-летние, хотя у меня, как говорится, возраст в 3 раза больше. Но ничего, клюют же. И встреча будет вот где-то вот, ну, я имею в виду вот это первое свидание после той вечеринки, тусовки, где-то через неделю, может даже через 2. Запоминай, если осенью не случится, или вот этот вот, как его называется-то, праздник бусурманский, забыл опять, Новый год. Если до Нового года не случится, то жди февраля. Но он тянуть потом не будет. Если в первые 2 встречи ты не начнешь игры в этот «Ой, я такая сложная», «Ой, я без макияжа», то вот все решится быстро. И да, никаких проверок через соцсети и про его бывших. Узнаешь сама потом все, если дотерпишь. Понимаешь? Сейчас на меня многие не поняли, наверное. Про Новый год объясню. Новый год я не справляю, потому что это не тот праздник у нас, который справляют. Итак, кто меня на других языках слушает, они поняли меня. Особенно турецкий, арабский, вы меня поняли. Так, давайте, я думаю, перейдем ко второму варианту, а то что-то я заболтался. Двоечки. Напомню, сегодня расклады для тех, кто на последних раскладах оставлял обратную связь. Завтра будет для тех, кто оставит обратную связь под этим видео. Итак, первый вопрос у нас сигнификация. Как дела у тебя сейчас на любовном фронте? А тут даже трактовать не нужно. Ты сейчас, знаешь, в таком глухом режиме, типа «отвалите все, никто меня не трогайте». Тебе даже вот хочется табличку на лоб приклеить. Вот такую надпись «отвалите все от меня». Вот серьезно, сейчас как на границе, как пограничники на посту, который даже травинку, которая шевельнется, из автомата они шмаляют. Вот каждый мужик, который рот открывает в твою сторону, у тебя сразу он в шпиона записан.
Ну, а тут нечего удивляться, потому что, ну, ты сама же выстроила вот эту стену. Типа, я сама, мне никто не нужен, все мужики сволочи. Даже если нормальный тебе попадется, ты его вот так с пристрастием допросишь, что он скорее сбежит, чем успеет там цветочки тебе купить. И самое плохое, ты этим гордишься. Типа, я сильная, я независимая, и мне никто не нужен. Да, только вечерами в подушку ревешь, да, потому что одному человеку, как говорится, душенька приклеилась. И он тебе реально нравился тогда. Вот эта твоя любовная жизнь сейчас, она, как знаешь, вот если образно сказать, да, эфемерно, это бункер, сигнализация, и на двери бункера табличка такая: «Вход запрещен». Пока ты не признаешь, что ты сама всех гоняешь, то, как сказать, хоть колоду меняй, но ничего не сдвинется. Карты всегда правду говорят, просто их карты читают в угоду себе. А у меня такое, что я никому не хочу понравиться, мне, как говорится, этого ничего не надо. Так твоя следующая любовь, кто он? Знаешь, это не мальчишка с пустыми карманами и понтами, нет. Это мужик с капиталом. Причем не только деньгами, хотя вот и с деньгами все нормально, но у него вот, как вот сказать, чтобы меня на всех языках поняли, у него голова варит. Я сейчас представляю, как меня слушают на английском языке, но все-таки голова у него варит. Что варит? Кашку. Ну, дом у него полная чаша. Карьера, с ней вообще все хорошо, все устоялось, свое дело, возможно, даже. Но не думай, что это какой-то там старый пердун в пиджаке. Нет. Этот умеет и романтику устроить, и, как говорится, глупости позволить. Он, знаешь, вот как в кино притащит тебя. Он, знаешь, в отношении я имею в виду. То есть не банальные какие-то розы, а вот билеты туда, где ты вот 100 лет мечтал побывать. И вот самое классное, он не из новых. Ну, то есть это не новое знакомство, карты показывают. Он уже где-то рядом крутится. Может, через друзей общих, может, на работе, только вот, как говорится, там в другом отделе, да, например. И он в игры не играет, нет. Он, знаешь, он хочет семью, он хочет детей, то есть все серьезно по картам. Поэтому, если, знаешь, начнет мелкие подарочки какие-то дарить, да, какое-то внимание показывать, то не пугайся. Это вот этот редкий тип мужиков, которые, слова на ветер не бросают. Когда? Я уже сказал, да, то, что он уже крутится, но чтобы ты не начал ныть про вот это вот когда, до Нового года встретитесь. До Нового года ты узнаешь, что это он. Знаешь, тут нюанс есть. Это, еще раз повторяю, это не случайная где-то встреча, это не в метро, там кто-то тебе на ногу наступил. Нет. Он к тебе до конца подойдет, а он уже, вот как говорится, на горизонте маячит. Когда ты перестанешь изображать из себя вот эту крепость неприступную. И реально выйдешь из своей вот этой ракушки. Понимаешь? Может, даже вот сразу скажу, посмотрев этот расклад, ты немножко глаза откроешь. Вот я не знаю, как по-другому сказать, но вот как будто глаза откроешь и, возможно, даже увидишь то, что вот этот мужик, как говорится, на горизонте нет-нет, да взгляда на тебя бросает. И, возможно, тебе придется первый шаг сделать. Например, там согласиться на корпоратив, потому что ты 150 раз отказывался от корпоративов на своей дороге, хотел сказать, работе. То есть
ты вот, когда ты, вот, я не знаю, как объяснить. Вот давай я скажу, как есть, как у меня в голове. Когда ты перестанешь игнорировать вот этого самого адекватного мужика, который тебе уже, как говорится, месяц глазками стреляет из-за горизонта. И знаешь, все потом будет быстро. Познакомились, через пару недель уже, как говорится, поймешь, чего, куда и как двигаться. Поэтому, знаешь, вот тебе лично от меня совет: хватит ныть. И хватит киснуть еще. То есть начинай уже, как говорится, взгляд поднимать от пола. Потому что этот самый, он близко, вот можно сказать, вот у дверей стоит. Да, ну если эфемерно взять. Это не курьер, это у тебя на работе, он там глазками стреляет, паразит. Вот. Обязательно подписывайся на канал, приходи на проживание, в проживание точнее. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Еще раз напоминаю, сегодня расклады для тех, кто оставил обратную связь в последних раскладах в пятницу. Завтра расклады для тех, кто оставит под этим видео обратную связь. Итак, как сейчас дела на любовном фронте? Ну, знаешь, тут главная проблема по картам раскрылась. Знаешь, ты сейчас вот как рентген, которого много энергии. Нет, не так сказал. Вот как объяснить? Ты сейчас рентгеновский аппарат вот на повышенной мощности. То есть я объясню. Вот смотри. С одной стороны, ты вся такая яркая, ты уверенная, попка как орех, знаешь цену себе. И это вот видят все за 5000 километров. То есть ты не тот, кто прогибаться по чьим-то там ожиданиями будет или там терпеть хамство. Нет. Но с другой стороны, ты так крепко держишься за свои же установленные правила, границы, что ты превратила свою вот эту крепость неприступную, да, в крепость с рвом. Ну, ров, кто не знает, это вот такая вокруг крепости, это яма зарыта и там вода. И вот у тебя, знаешь, никто к тебе близко подойти не может. Потому что ты сразу включаешь вот этот режим: «Здравствуйте, я там капитан полиции, проверка документов». А может, ты в полиции работаешь? Вот каждый шаг потенциального мужчины, ну не мужчины, это я неправильно сказал, потенциального своего партнера ты под микроскопом разбираешь. Типа вот, а что он в виду имел, да? А почему позвонил там в 8 вечера, а не в 7? А там зачем предложил там кофе, а не ужин? Вот типа вот такое. И вот самое поганое, ты еще эмоционально скупая, как старуха с заначкой. Даже если симпатия есть, ты будешь месяц притворяться вот этой как эту паразитку-то зовут, забыл. Извините, время просто уже там 4:30, наверное, без 25. Этой, как ее? Кай и Герда. Куда Кай свалил-то? Снежная королева. Извиняюсь, пожалуйста. Вот даже я нескладно говорю слова уже. То есть ты вот будешь потом вот этой снежной королевой еще долго-долго притворяться, чтобы проверить его намерение. Результат какой, понятно, да? Тут даже трактовать не нужно. Мужики либо бегут от этой игры в одни ворота, либо ты их сама сливаешь на 3-м свидании, потому что что-то у тебя не сходится. Знаешь, пора признать, ты же не защищаешься, ты сама саботируешь свои же шансы.
И вот пока ты не научишься расслабляться и контроль вот этот отпускать над каждой мелочью, ты будешь сидеть, как говорится, смотреть на мои расклады, а девочки, которые не строят из себя снежных королев, будут выходить потихонечку замуж, а ты будешь каждый расклад: где ж моя любовь, дед? Ты же мне обещал мужика. Так кто он, твоя следующая любовь? Ну, по раскладу это, знаешь, это вот слово бусурманское есть такой квест, то есть приключение. И вот это вот квест с сюрпризами. Снаружи будет выглядеть как идеальный вариант, да, твой там внимательный, чувствительный, взглядом таким еще: я тебя понимаю, как никто раньше не понимал. И он комплиментами тебя прям купать будет, дарить тебе качели эмоциональные, типа, знаешь, вот сначала: ты моя вселенная, я не могу жить без тебя. А другая противоположность вот этих качелей, да: мне нужно немного пространства, я запутался, я на неделю исчезну. Но знаешь, в чем засада, кроме вот этих качелей эмоциональных? За вот этой оберткой скрывается целый склад неразобранных чемоданов. У него и бывшая все еще на подхвате. Может, он даже сам еще не разобрался со своей, как говорится, бывшей. И у него еще и мама-тиранка, да, которая все за него решает. Вот этот, знаю одного такого полупокера, у него мама указывает, как им жить. Ну, полупокер, что поделаешь. И вот самый опасный момент: ты в него влипнешь по самые не балуйся, по самые уши. Потому что туз кубков, он обещает море чувств, понимаешь? И ты будешь думать: наконец-то мой близнецовый пламенец приперся. Наконец-то это тот самый. А он будет балансировать между искренностью и манипуляцией. Он, знаешь, он такой мастер создавания иллюзий глубокой связи. Но когда нужно будет принимать решение или ответственность брать, то начнется театр одного актера. Даже театр теней, я бы сказал. И в итоге тебе придется включать режим следака. Мне кажется, ты следак. Не знаю, но мне так кажется. Мне все тянет сказать, что ты, как говорится, вот этот вот сотрудник органов исполнительной власти в своей стране. И тебе придется включать вот этот режим, то, что я уже не женщина, я уже следак, чтобы докопаться, где тут правда, а где фантазии. И знаешь, запомни одну вещь. Если в первой неделе он говорит, что я тебя не заслуживаю, вот это вот, знаешь, полупокерское, то сразу беги от него. Это не скромность, это красный флаг размером с 50-этажный дом. Понимаешь? Вот это вот: я тебя не заслуживаю, я боюсь тебе жизнь испортить. И вот это вот все, это первые признаки полупокера. Поэтому беги. Беги без оглядки, лучше меня там эфемерно люби, эфемерно мне борщи вари, чем с таким полупокером быть. Так когда он придет в твою жизнь? Ну, знаешь, все просто. Встреча будет, когда ты перестанешь, как сказать, на эту встречу перестанешь орать, когда же. Потому что сейчас ты как батарейка, которую до нуля высадили. Ну вот не использовали, потому что это очень грубое слово использовали. А вот ты батарейка, которую разрядили до нуля. То есть ты эмоционально выжата. Хотя ты можешь даже сама этого не осознавать. Вот эта 4 мечей, она говорит, что вот хватит по кругу бегать. Перестань лихорадочно всякие сайты знакомств рулить, крутить.
Или там в соцсетях бывших залипать, или там анализировать каждый свой чих, думая, что там, а вдруг это отпугивает мужиков. Тебе, знаешь, нужно... Давай я тебе по-дедовски скажу. Тебе нужно булочки свои расслабить. Тебе просто нужно отдохнуть от всей вот этой любовной круговерти, понимаешь? Месяц, два, 3, неважно, пока ты не почувствуешь, что мысли о предназначенном тебе мужике сменятся вот на вот это... Пофигу, живу и радуюсь, придет и придет. Вот тогда ты его встретишь, понимаешь? Пока ты жопу, извини меня, рвать не будешь, ой, я одна, одинока. Когда ты сама с собой не познакомишься, а вот подружишься, понимаешь? Но отдохнешь сначала, конечно же. Только тогда придет. И даже не можешь не пытаться угадывать где. Не на вечеринках. Знаешь, это вот как... Когда ты, как сказать, неофициально, вот девочки официально накрашены, красивое платьишко, бельишко там, а вдруг что, да? Бельишко новенькое, там и так далее, вкусно пахнешь. Нет. Вот все, вот это нет. Твоя встреча будет, когда ты в старых джинсах, без макияжа, голова грязная и даже губы не намазаны. Возможно, там гигиеничкой только твоей любимой, да, которая у тебя вон в сумочке лежит. И вот тогда, понимаешь, то есть, когда ты начнешь отдыхать от всего вот этого образно, я говорю. Понимаешь? То есть, когда ты не будешь уже там Тиндер этот бусурманский, который нахрен всем не упал, там сайты вот эти, как их называют там, соцсети. Без соцсетей, без ничего. То есть, когда ты отпустишь вот это свое желание хотеть мужика. Типа, знаешь, вот многие девочки... Опять ты раскряхтелся, старый хрыч. Нет, давай, в общем, нет, я скажу. Вот смотри, чем больше ты хочешь мужика, неважно какая причина, то, что тебе уже 50 лет, а ты одна, то, что тебе 60 лет, а детей еще нет. Нет. Вот у тебя вот эти вот переживания сейчас есть. Нет, но наклевываются, несмотря на то, что ты следак. Или там вот этот вот... я не знаю, расклады выходят на разных языках. Представитель власти, так назовем, да, потому что у кого как называется. То есть следак, если ты меня на русском языке смотришь. Вот. И у тебя вот эта вот хрень есть. Когда же вот этот вот он, мой близнецовый пламенец, появится? Вот тогда он появится, когда ты перестанешь хотеть его. Вот просто, понимаешь? Я уже сказал, ты с ним познакомишься в джинсах, без макияжа и с грязной головой. Вот так вот. Это уже у нас третий вариант. Да, третий вариант был. Обязательно оставь обратную связь, завтрашние расклады для тех, кто оставил обратную связь под этими видео. И обязательно приходи в проживание арканов. Чего ты как это? Поэтому давай ты не стесняйся, не бойся, что чего-то не получится. Все у всех получится. Главное, не стесняйся спрашивать. Стесняешься на людях спрашивать, да? Там в общем чате, то спрашивай в личку. Мне в личку многие советуются, поэтому не стесняйся. Все, по идее все. Расклад вот такой. Пойду я спать. Пойду-ка я спать. Ладненько, всем доброго дня. Нет, у вас тут будет вечер уже, у меня сейчас уже утро. Все.